Здравствуйте, это Бит-новости видеоверсия. Обзор главных новостей биткоин-индустрии за прошедшие 2 недели. Загадка личности создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото, так и осталась неразгаданной. В начале мая практически все крупные издания, и мировые, и российские, опубликовали новость о том, что Сатоши Накамото вышел из тени. Австралийский бизнесмен Крейг Райт объявил себя создателем криптовалюты и даже подписал свои сообщения криптографическими ключами. Первым об этом заявили сразу 3 издания – BBC, Экономист и Go. Интересно, что заявление Райта подтвердили основатель Bitcoin Foundation Джон Матонис и известный разработчик Гэвин Андерсон. Однако на следующий день все предыдущие записи с мейл-листа Райта были неожиданно удалены, а вместо них появились загадочные опровержения. «Я не хочу никакой публичности. Я сожалею, что был вынужден раскрыть свое имя. Я предпочел бы не делать этого. Мне не нужна известность, мне нужно почитание. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое». Было очень много придуманных историй, и мне не хочется причинять боль людям, которые мне не безразличны. Я не хочу, чтобы все это влияло на них. Установление личности Сатоши Накамото, конечно же, стало темой для бурных дискуссий, и, скорее всего, средства массовой информации к ней еще не раз вернутся. В Нью-Йорке прошла первая международная конференция «Консенсус-2016», на которой собрались ведущие представители биткоин и блокчейн-индустрии. Сторонники биткоина высказывались, что без него технология просто не будет существовать. Представители же мира традиционных финансов убеждали, что вполне могут обойтись без криптовалют, а вот технология блокчейна им необходима. Между тем, инвесторов все больше привлекают проекты биткоин-индустрии, и все больше компаний используют технологию криптовалют для своих стартапов. Они также были представлены на конференции. К примеру, с помощью блокчейна можно усовершенствовать работу энергетических компаний и уличное освещение. А в швейцарском городе Цуг и вовсе запустили экспериментальный проект, в рамках которого жители могут расплатиться биткоинами за коммунальные услуги. Вот что сказал по этому поводу мэр города Цуг Долфи Мюллер. «Мы хотим подчеркнуть нашу открытость новым технологиям и приглашаем в ЦУГ финтех-компании для обмена идеями с муниципальным советом. Наша цель – удовлетворить их потребности в оптимальном развитии в нашей процветающей экономической среде». Приватизация на базе блокчейн в Украине или как уничтожить госмонополию за несколько кликов. Об этом рассказал советник по криптографии и образованию в украинской блокчейн-лаборатории Павел Кравченко. Напомню, в Украине представили проект блокчейн-системы для проведения государственных аукционов. Как рассказал Кравченко, для организации аукциона потребовалось интегрировать блоковую цепь и банковскую систему. Это нужно для того, чтобы деньги по результатам сделки приходили через блокчейн на банковский счет, что подтверждалось бы банковским чеком с подписью клиента. Коррупционные схемы исключаются. Перевод денег происходит через разные торговые платформы. В блоковой цепи фиксируется каждая сделка, что обеспечивает прозрачность процесса. Следовательно, все знают, честно ли происходит торговля на той или иной платформе. Если некая торговая платформа коррумпирована, то есть продает имущество одним пользователям по заниженной цене, при этом отвергая предложение других о более высокой оплате, тогда пользователи перейдут на другую торговую платформу и таким образом увеличат ее долю. Следующим шагом станет создание полуанонимных аукционов, где можно будет доказать, что деньги уплачены без раскрытия собственной идентичности. Крупная децентрализованная торговая платформа OpenBazaar стала триумфатором на церемонии Blockchain Awards 2016. Ее признали лучшим новым стартапом, биткоин-чемпионом года, а также самым обещающим приложением потребителя. В апреле состоялась презентация проекта, а на днях команда представила его полную дорожную карту. OpenBazaar планирует стать международным лидером в области свободной торговли. Платформа позволяет торговать без участия каких-либо посредников. Проблема возможного мошенничества решается отправкой биткоинов на адрес кошелька с функцией мультиподписи. В ближайших планах платформы внедрение системы оповещения о событиях по электронной почте, автоматическая доставка цифровых товаров после оплаты покупки, публикация вакансий, своя социальная сеть и собственное мобильное приложение. Как видно, у команды много проектов. Больше способов для заработка появится у программистов и у простых пользователей. Тему биткоинов обсудили и на антикоррупционном саммите Великобритании. Возможность полного исчезновения наличности сейчас волнует многих финансистов и политиков. Между тем, некоторые криптовалютные компании уже начали разработку того, что сможет в итоге стать противовесом банковской системе.
Так, BitPay совместно с Visa презентовали собственную биткоин-карту, которая позволяет пользователям хранить деньги в форме криптовалюты, совершать покупки через терминалы и обналичивать ее в банкоматах. Однако эта услуга пока доступна только жителям США. Так ли страшен биткоин, как его малюют в России? На обсуждение законопроекта о денежных суррогатах представители Министерства юстиции и Министерства финансов не согласились с некоторыми формулировками законопроекта. Например, полиция не готова выделять средства и силы на мониторинг криптовалют. В Министерстве финансов считают, что операции с использованием криптовалют не представляют опасности для общества. Сомнения Минюста разделяет и Генпрокуратура. Напомню, законопроект предполагает, что за выпуск и оборот денежных суррогатов нарушители будут штрафовать вплоть до 2,5 миллионов рублей, либо лишать свободы. Предполагается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в июне. При этом даже конечная версия документа содержит недостатки, которые еще требуют доработки. Поддержать криптовалюту обещает кандидат в депутаты в Госдуму Алексей Брагин. Член правления блокчейн-комьюнити предлагает защищать биткоины и обещает добиваться их легализации. Что это, просто заявление, способ притянуть электорат или реальные намерения? Пока сказать сложно, но стоит признать, что подобные идеи в защиту криптовалют в России стали звучать чаще. Я намерен добиваться не только ее легализации, но и активного использования в интересах страны и людей. Позиция тотального запрета криптовалют изначально проигрышная. Запретить децентрализованную криптовалюту по факту вообще нельзя. Можно лишь создать определенные препятствия на пути к ее использованию. Но в таком случае Россия лишается больших потенциальных доходов. Компании просто не будут регистрироваться в России, не будут платить здесь налоги, а разработчики будут уезжать за рубеж и работать там. Заработать на физической активности решил бизнесмен из России Олег Фоменко. Он запустил спортивную криптовалюту Sweetcoin. Если переводить буквально, монета, заработанная потом, или монета, заработанная при помощи активного образа жизни. Приложение доступно владельцам iPhone. Она считает шаги и общую физическую активность человека. Например, за 10 тысяч шагов можно получить 1 биткоин-доллар. Заработанные средства возможно потратить на покупки в компаниях-партнерах проекта, на занятия йогой, высокотехнологичные ботинки или часы компании Apple, передает Reuters. Олег Фоменко рассказал, что планирует использовать технологию блокчейн для управления распределением новой валюты, курс которой в конечном итоге будет привязан к британскому фунту стерлингов. Правда, учитывая негативное отношение властей России к криптовалютам, свой проект бизнесмен запустил не в России, а в Великобритании. За последние 2 года негативный информационный фон в России заставил многие биткоин и блокчейн-стартапы покинуть страну и перенести свой бизнес в более благоприятные для финтех-инноваций юрисдикции. А я с вами прощаюсь. До следующих выпусков.